Давайте мы разберем самые распространенные детские заболевания. На предыдущем подкасте мы рассматривали тоже детскую психосоматику, простуды, от чего возникают простуды. И теперь мы рассмотрим другие детские заболевания, такие как корь, краснуха, ветрянка, коклюш и другие. Давайте разберем корь. До этого мы говорили, что дети, когда у них возникают простудные заболевания, то они, как правило, до 14 лет реагируют в связи с ситуацией, состоянием мамы и какими-то ситуациями в семье. То есть дети считывают состояние мамы, проблемы мамы и какие-то, может быть, конфликтные ситуации в семье, а может быть и в школе, и в других ситуациях. Но в основном это мама. Поэтому мы прорабатываем маму, когда ребенок еще маленький, до 14 лет, до 18 лет он уже частично тоже зависит от мамы, еще не сепарированный, если он живет с ней. Также это могут быть другие члены семьи, которые принимают участие в воспитании ребенка. Например, отец, бабушка, как правило, да, тетя, может быть, или мачеха, опекун. Корь. Корь протекает по принципу, когда у ребенка назревает какая-то злость, ярость, негодование в ответ на какую-то ситуацию. Корь возникает в ответ на какую-то эмоцию, такую как негодование, злость, которые накапливаются и как взрыв, как вулкан какой-то, они кипят у него внутри. Да? И это может быть какой-то протест в ответ на какую-то ситуацию. Это может быть ситуация как в семье, так и в школе, например. Когда ребенка как-то обидели, оскорбили в семье или в школе. В результате ребенок вскипает и негодует на эту ситуацию. И, как мы уже знаем, в фазе восстановления у него проявляются такие симптомы восстановления, и в результате возникает корь, симптомы кори, да? Но у каждого ребенка будет своя реакция. То есть кто-то может подхватить корь, а кто-то не подхватить. То есть в зависимости от ситуации, да, насколько он восприимчив. То есть если в этот момент будет какая-то инфекция, в частности кори, то он заболеет корью. А если краснуха, например, то заболеет краснухой или ветрянкой, например, да. Но там есть небольшие особенности. Давайте разберем краснуху. В чем особенность краснухи? Она очень похожа по своему симптому по первопричине на корь, то есть тоже негодование, возмущение, какой-то протест у ребенка на какую-то ситуацию, но к ней еще прибавляется стыд. Какая-то ситуация связана с чувством стыда. Поэтому и, собственно, название заболевания краснуха. То есть он краснеет кожа у ребенка, возможно, там кто-то над ним
посмеялся в школе, может быть, оскорбил учитель, а может быть, это возникла в семье такая ситуация. А вот тогда это возникает такая вот такой симптом, как покраснение кожи, да, поэтому и название болезни краснуха. Ветрянка. Ну, мы знаем, что ветрянка связана с проблемами на коже, да, образуются волдыри на коже, вот, и это биологический конфликт разрыва, разделения. Бывает иногда часто в таких ситуациях, когда мама перестает уделять достаточно внимания ребенку, не потому, что она, скажем, как-то его не любит или там что-то еще, а просто потому, что, например, она решила, что он уже достаточно взрослый, да, что ребенок уже как бы должен быть самостоятельным, делать какие-то вещи сам самостоятельно, и она как бы меньше уделяет ему внимания. И в результате у ребенка может возникают такие переживания, и в стадии восстановления у него возникают такие симптомы на коже. Это биологический конфликт разделения. Знаем, что кожа – это наш самый первый орган, который защитный орган, который защищает нас от внешней среды, от какой-то опасности. Поэтому реагирует всегда первый барьер, так сказать, защитный – это кожа, и она будет реагировать. Но про кожные заболевания у взрослых я уже вам рассказывала. Далее. У других детей может, причем, не возникнуть симптома ветрянки. То есть, опять-таки, это очень индивидуально и зависит от того, насколько ребенок чувствительный, как он воспринимает эту ситуацию и что это за ситуация. Угу. Далее рассмотрим такое заболевание, тоже популярное, вернее, распространенное у детей, как коклюш. Коклюш, знаем, связан с тем, что ребенок кашляет, да, начинает как бы задыхаться. У него такой сильный кашель, и это связано с тем, что он реагирует на какую-то удушающую атмосферу, например, в семье. То есть какая может быть удушающая атмосфера? Ребенок, кстати, как бы задыхается, он кашлять начинает, да? Не хватает как бы воздуха. Например, какое-то поведение, невыносимое поведение кого-то из родителей, да, которое ребенок, ему тяжело это переносить, но он, конечно, не может высказать свои эмоции, он их подавляет. Например, на него кричат, его оскорбляют, подавляют его личность, да, нарушают его личные границы, не признают его какие-то способности, таланты. И в результате ребенок, если он очень так воспринимает эту ситуацию, очень болезненно, то тело реагирует симптомом, возникает коклюш в фазе восстановления. Это самые распространенные заболевания у детей, и если вы поймете, что, в общем-то, это можно проработать, и ребенок может не воспринять эту ситуацию так сильно, так эмоционально, если вы измените ситуацию, если вы ее проработаете, а для этого нужно понять первопричину, почему она возникла, эта ситуация, да? Поэтому нужно вспомнить, когда это произошло, что там произошло, как бы даже встать на место ребенка, да, и почувствовать его эмоции, поговорить с ребенком, расспросить его чувства и научить его высказываться.
не подавлять свои эмоции, потому что тем самым вы сможете оградить его от таких заболеваний, чтобы он мог высказывать вам свои какие-то чувства. А вот такие ситуации, опять-таки, все это очень индивидуально, насколько вы поняли, да, что любой из этих симптомов, которые я описала, корь, краснуха, ветрянка, она может возникнуть, а может и не возникнуть. Все зависит от того, как воспринимает ситуацию ребенок, насколько устойчива его психика, и что это за ситуация, как долго она могла длиться, насколько она сильная.